Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. Японские дизайнеры снова на высоте. Посмотрите, какую элегантную ажурную двойку они предлагают нам связать в одном из своих журналов. Сегодня нашла в интернете эту модель. Просто поразила она мое воображение. Столько в ней свежести, нежности, красоты, изящества. В общем, смотрите, одним узором вяжется и красивый кардиган, и ажурный топ. Сегодня я буду делать мастер-класс конкретно вот по этому кардигану ажурному, а топ выйдет у меня следующим мастер-классом на день позже. Да? Поэтому, девочки, сегодня мы с вами будем говорить только об данной модели. Я, как всегда, вам подготовила пряжу, спицы. Мы с вами рассмотрим внимательно узор. Мы с вами свяжем образец узора, распределим узоры на нужный размер, определяем, конечно же, плотность вязания и затем рассчитываем петельки. Петельки у нас будут рассчитываться на целых 6 размеров, от 44 до 54, в общем, 52 будет в описании, но про 54 я тоже затрагиваю там, значит, говорю, какой размер и сколько петелек, как распределить узоры. Поэтому, пожалуйста, не поленитесь, посмотрите мой рассказ о расчетах в конце видео, после того, как мы с вами свяжем образец. Итак, мои хорошие, давайте сейчас по порядочку идем, выбор пряжи смотрим. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания жакета и топа я выбрала полухлопковую пряжу Alize Cotton Gold. Это турецкая пряжа, 100 грамм, 330 метров. Цвет у нас будет 55. Спицы я использую 3,5. Так, и состав. 55% хлопок, 45% акрил. Посмотрите внимательно, как выглядит у меня ниточка. Видите, какая хорошая скруточка. Тугая довольно. Вязать одно удовольствие. Она не путается. Ничего. И вот так выглядит наш узор. В нижней части находится один узор, который для жакета. И в верхней части для топа узор. Видите, да? Очень интересный. Мало дырочек. Меня вот тут некоторые подписчицы просят что-то подобрать им с малым количеством ажура. Но смотрите, в нижней части вот достаточно красиво будет смотреться, да, а в верхней части вот такие интересные ажурненькие точечки, я не знаю, цветочечки, почечки, как хотите это характеризуйте. В общем, сочетание довольно интересное, согласитесь. Можно связать сразу и двойку, можно связать по отдельности, кому что больше подходит, топик или, значит, жакетик. Будет и то, и другое смотреться очень оригинально, красиво. Смотрите, как просвечивает, если вас интересует. Смотрите, не очень просвечивает. Совсем уж лицевая гладь, это тоже плохо. Все-таки хочется какой-то изюминки в изделии, согласитесь. Так, мои хорошие, давайте перейдем к просмотру схемы. Схема узора у нас вот таким образом выглядит. 16 петелек, она у нас в ширину 16 петель и 8 рядов в высоту, раппорт узора. Смотрите, я выделила его красным, чтобы вам было понятно мое объяснение, когда мы будем с вами вязать. Какая особенность узора? Здесь необычное условное обозначение, на мой взгляд. Я к таким не привыкла.
Вот этот знак обозначает 2 вместе лицевой, объединенной с накидами, значит, с наклоном влево. И, соответственно, в зеркальном вот этот вот знак это 2 вместе лицевой с наклоном вправо, объединенный с накидами. Понимаете? Вот этот знак – это 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Вот. Пустая клеточка – это лицевая петля, соответственно. Ну, в принципе, все доступно и понятно, как я вам сейчас вот объяснила, да? Вот такой простейший узор на самом деле, девочки. На самом деле есть здесь одна привязание, одна фишка. Начинаем первый раппорт, значит, обязательно справа дополнительно для симметрии добавляем 1 лицевую петельку и в первом ряду нашего раппорта вяжем 2 вместе лицевой с наклоном, получается, влево с накидом. Видите? На этих 2 петельках. Одна из них для симметрии добавилась, да? Когда мы будем вязать друг за другом раппорты, вот в этой части узора, обращаю ваше внимание, видите, вяжется 3 вместе лицевой и с 2 сторон объединено накидами. То есть у нас вяжется накид, затем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, да, и следующий накид уже переходит в следующий раппорт. То есть вот здесь вот мы с вами этот переход вместе свяжем, пожалуйста, не запутайтесь. То есть здесь вот видите, есть такое различие. И это касается только тех раппортов, которые следуют друг за другом. То есть они в центре находятся. Заканчивается наш раппорт. Тоже самый последний раппорт в наборном ряду будет также заканчиваться накидом и 2 вместе лицевой. Понимаете? Если здесь у нас 2 вместе лицевой было влево, то здесь будет вправо, соответственно, зеркально. Вот таким образом, вот такая фишка. Это нужно просто понять, осмыслить и запомнить. На схеме этого не видно. Теперь давайте посмотрим выкройку. Выкройка моделечки у меня будет прямо из журнала, родная взята. Я просто девочки, решила подставлять сюда свои размерчики. Смотрите, у нас с вами вот такие вот интересные очертания, да. То есть это классический вариант, да, выкройки. То есть у нас здесь есть и пройма, и вырез горловины, V-образный вырез у нашей полочки идет, у правой и левой. И, соответственно, ставите сюда просто свои мерочки, и все. Мерочки мы будем ставить после того, как я с вами свяжу образец. В самом конце видео по выкройке я всегда подробно объясняю, какие мерочки, какие размеры, из чего исходят наши петельки и сколько петель, как распределяем в общем узоры. Все подробно там рисую, рассказываю, разжевываю, девочки. Заостряю внимание на вертикальной плотности, потому что часто игнорируют эту вещь и потом говорят, что нитка виновата, да, пряжа виновата. Нет, девочки, не пряжа, а неправильная технология вязания. Будем учитывать с вами плотность как по горизонтали при расчетах, так и по вертикали. И я расскажу, покажу, как я это делаю. Так, теперь давайте я вам покажу выкройку рукавчика. Она у нас так получилась, что отдельно, вот такая она тоже большая, массивная. Рукав у нас необычный. Как видите, форма у него такая, видите, 2 скоса, вначале на убавление, потом на прибавление. Но вы можете связать простой классический рукавчик, в принципе, с нормальным скосом. То есть здесь вариаций море, да. Вы можете сделать рукав 3/4, вы можете сделать полноценный длинный рукав. Здесь вот я, как вижу, укороченный рукав 3/4 с длиной общей 42,5 сантиметра. Вот, вы обязательно эти все мерки индивидуально для себя определите. То есть определите длину изделия для себя лично, определите рукав длину, да, то есть у нас у всех фигуры разные, у нас разный рост у всех. Пожалуйста, слепо не доверяйте вот этим стандартным меркам, которые будут у нас сегодня в расчете. Немножечко корректировочка будет внесена, ничего страшного, петельки там где-то прибавите, где-то убавите. Это несложно сделать, пересчитать по аналогии.
Так, и наше с вами описание, как всегда, размеры российские я уже называла, да, с 44 46, второй размер 48 50, третий 52 54, но больше я сегодня все-таки за 54 буду говорить, но все-таки 115 петель на 54 размер, думаю, нужно все-таки сделать, возможно, побольше. Возможно, я ошибаюсь, знаете, у меня были такие интересные случаи в жизни, когда мне заказывали, например, купить кофту определенного размера, я привозила, женщина явно ошибалась со своими габаритами, да, то есть кофта ей была мала. То есть мы часто недооцениваем свой размер, поэтому я вот четко знаю, что на 52-й, то, что я сегодня вам буду говорить, это 100% подойдет, да, а вот на 54-й поставьте чуть-чуть больше на 4-5 петель. Прибавьте. Вот 119 петель, например, не 115, а 119. 4 петли прибавите, и будет все очень хорошо. Еще лучше. Так, вот это описание у нас будет выложено под видео. Вы об этом прекрасно знаете. Я никогда, значит, всегда выкладываю под видео и никогда не обманывала вас, девочки. Возможно, здесь будут какие-то опечатки, не знаю. Расположение вот этих вот узоров, мы с вами подробно разговариваем об этом как раз в конце видео, да. Кому интересно, смотрите, как я тут это все объясняю. Ну, а те, кто уже хорошо умеет довольно-таки сам считать, рассчитывать, я думаю, что он и в этом описании тоже хорошо разберется без моих каких-то пояснений, объяснений. Но все равно интересно посмотреть, как я там схематично рисую расположение рапортов, узоров. Правильно? Так, ну и в общем-то все. Про скос я там подробно рассказываю, откуда складываются вот эти вот чередую там. Так, кстати, вот это вот просто 8. Я тут решила переправить. Вначале будет 8. А потом для второго размера будет 10. Так. И для третьего будет 12 петель по скосу номер 2. Все, мои хорошие, в принципе, я вам все рассказала, объяснила. Давайте вязать образец, описание. Еще раз повторяюсь, смотрите под видео. Схема, которую мы будем сегодня использовать, выглядит вот таким размытым образом. Но ничего страшного, я вам сейчас все тут расскажу и поясню, девочки. Для образца я набрала 35 петель. Смотрите, 2 раппорта по 16, плюс 1 кромочная, плюс... Итак, у нас с вами крайний раппорт будет вязаться немножко по-другому, чем те раппорты, которые будут в центре друг за другом следовать. Край раппорта будет вот таким образом в первом ряду выглядеть. Он будет совсем по-другому выглядеть, когда у нас раппорт в центре меняется. Имейте это в виду, девочки. Здесь сейчас будут 2 вместе лицевой. Вот именно для этого я и взяла одну петлю для симметрии. Смотрите, 2 вместе лицевой начинаем, накид. Затем вяжем уже, собственно, раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Я делаю это следующим образом. Меняю петельки местами. Первая у меня за работой, вторая перед работой. Поменяла вот так, я их местами перекрестила. И провязала все 3 вместе лицевой одной. Опять накид. Снова 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петли, поэтому я вяжу этот элемент следующим образом. Также меняю местами. Первую у меня за работой, вторая поверх нее накидывается. Вяжу 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Лицевая. И вот смотрите, то, что я вам говорила. Смотрите, сейчас у нас раппорт будет меняться. По схеме у нас всего 2 петли еще в раппорте осталось, да? Но по сути мы будем сейчас такой элемент вязать, как накид и 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Видите? То есть, по сути, только 2 петли у нас к раппорту относятся, но мы уже заходим на следующий раппорт и вяжем 3 вместе лицевой с накидом. И продолжаем вязать
Снова второй раппорт, девочки. Второй раппорт накид сделали. Это уже относится к нашему новому раппорту, ко второму. И вяжем второй раппорт. Лицевая. Снова накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Снова 2 лицевые. Накид. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид. 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Лицевая. И смотрите, здесь тоже крайний левый раппорт всегда будет заканчиваться тоже 2 лицевыми. Не 3, как по схеме, а просто 2. У нас один делаем накид и 2 вместе лицевой. Вот так. Кромочную вяжем изнаночной. Это был первый ряд. 7 изнаночные ряды у нас вяжутся, как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночными. Поскольку у нас здесь с вами не встречалось на лице изнанки, то есть у нас все петельки в изнаночном ряду будут вязаться изнаночными. У нас с вами 3-й ряд узора нашего. И вяжем. Первая у нас была для симметрии, мы вяжем ее лицевой, начинаем вязать раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, меняю петельки местами, 2 поверх 1 и 3 вместе вяжу лицевой одной. 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. Затем идут 2 вместе лицевой с наклоном вправо, еще накид, 2 лицевые. Раппорт связали. Теперь вяжем второй раппорт следом. Прямо отсюда смотрим. Лицевая, вот отсюда снова справа налево. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, снова 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 2 лицевые. Связали раппорт узора, кромочные и изнаночные. 4-й ряд вяжем все изнаночные. 5-й ряд у нас идет с вами. Первая лицевая для симметрии вяжем. И начинаем вязать раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, меняю 1, 2 петли местами, 2 поверх 1, вяжу 3 вместе. Снова 2 лицевые, накид, 2 лицевые, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, связали раппорт узора. Второй раппорт также вяжем, 2 вместе лицевой с наклоном. У нас с вами 7-й ряд, вяжем. Первая лицевая, это для симметрии. Начинаем раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 лицевые, 1 лицевая и 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Снова 1 лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, связали 1 раппорт, вяжем второй раппорт слева. Итак, после того, как вы свяжете 8-й ряд изнаночными петельками, раппорт у нас считается завершенным, и повтор идет у нас с 1-го ряда снова. Сейчас наша задача связать второй узор для топа. Я покажу, как его вязать. Итак, у нас с вами горячий пар, утюг
И мы обдаем паром наш образец. Он становится горячим и влажным, податливым. Тянем наше с вами вязание в разные стороны. В длину, в ширину. Активно тянем, девочки. Так, стараемся. Сейчас второй раз будем на край полотна. Обратите внимание, здесь тоже нужно все отпаривать. Поскольку у нас будет участвовать крайние петли, также в расчете. Так. Дальше, чем он будет, на самом деле, он не вытянется, поэтому не переживайте, если он у вас там сильно тянется. Сейчас он высохнет и примет ту самую форму, которая ему будет, собственно, и присуща в готовом изделии уже. Так, все, пусть сохнет. Итак, давайте с вами измеряем ширину нашего полотна и длину. И на основе этого сделаем расчеты. Смотрите, у меня ширина составляет 18 сантиметров. Мы набирали в узоре участвует 35 петель. 35 поделить на 18 сантиметров мы получаем с вами плотность 1,9. Но тут даже можно сказать 1,95. Да? Давайте напишем поточнее 1,95. То есть я пишу в 1 сантиметре 1,95 петель. Там разберемся по ходу, когда будем расчеты делать. И теперь длину измеряем. Длина у нас с вами образца составляет 21 сантиметр. Считаем, сколько рядов задействовано. Так, я посчитала, у меня в образце по схеме номер 1 связано 1, 2, 3, 4 раппорта по 8 рядов. Это получается 32 ряда. И плюс 16, 48 рядов. Второй узор был 16 рядов. То есть 48 рядов мы поделим на 21 сантиметр. И получается вот такая плотность. Но здесь явно 2,3 округляем. И запишем, что в 1 сантиметре у нас будет 2,3 ряда умещается. Теперь с этими двумя циферками мы идем к выкройке и делаем расчеты. Вот такая, девочки, у нас будет с вами выкройка нашего жакета ажурного. Значит, будем составлять описание. Я вот здесь размеры поставила, мерки. Ширина спинки 50, 56 и 59. Смотрите, 50 я рассчитываю 44-46 размер. 56, соответственно, 48, 50 и 52, 54, 50. Скорее всего, все-таки, наверное, 52 только. Вот эта вот мерочка, она все-таки маловато для 54-го, 59 сантиметров. Знаете что? Посоветую я вам. Я сейчас, когда буду рассказывать про узоры, как их расположить, вот эту мерочку я скажу, как ее увеличить. Тем, кому это нужно будет. На 54-й. Итак, начинаем с вами. Распределяем петельки. Во-первых, определяем вначале их количество, потом определяем, как расположить узоры. Итак, 50 сантиметров, первый размер. Мы с вами сейчас будем умножать на нашу плотность по горизонтали в 1 сантиметре 1,95 петель. 50 умножаем на 1,95. 50 умножаем на 1,95. Получаем, девочки, вот смотрите, 97,5. Ну, то есть здесь, в принципе, получается, собственно, даже 51 сантиметр, поскольку по нашим расчетам это будет 99 петель. Узор хорошо укладывается, да? То есть я могу здесь, в принципе, поставить мерочку 51 сантиметр. Вот. Второй размерчик 56 сантиметров умножаем. 56 умножаем на 1,95. Это будет 109 петель. Здесь так четко и остается. И третий размерчик у нас получается, давайте 60 сантиметров возьмем на
плотность 1,95. Это будет 117 петель, но все-таки 59. Мы получаем, надо, чтобы было 115 петель. Вот. И смотрите, что делаем дальше. Дальше распределяем петельки. Наш первый размер 99 петель надо поделить на число петель в раппорте. Ах, у меня того узора нет. Но вы помните, там 16 петель у нас было, раппорт узора. Делим на 16. Получаем целое число 6. Целых 6 раппортов у нас будет с вами умещаться в узоре. Рисуем. Я всегда схематично рисую. Представьте, вот, что это наш с вами наборный ряд, да? И мы с вами 6 раппортов рисуем по 16 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В каждом раппорте 16 петель участвует. Помните, мы вязали образец, у нас одна лицевая была для симметрии, крайне правая, да? Вот я ее пишу, одна лицевая, так мы ее сюда включаем в узор. И, соответственно, одна кромочная справа, одна кромочная слева. Вот. Так выглядит наше с вами распределение узоров по схеме 1. И мы с вами считаем, сколько это в совокупности составляет петель. 16 умножить на 6, 96 петель, плюс 1 петля справа для симметрии, плюс 2 кромочные. Вот наши 99 петель. Я пишу 99 петель. Это будет размер 44-46. Следующий у нас идет с вами размер. В наборе будет участвовать 109 петель, 48-50. 109 петель. Так, 109 петель также делим на 16. Число петель в раппорте. Получаем целое число опять 6. Но здесь очень прям близко к 7, но до 7 не достает. Как тут быть? Предлагаю, смотрите, у нас 99 и 109, то есть 10 петель разница. Предлагаю включить, значит, по 5 петель справа и слева лицевой глади. То есть 5 лицевых справа, 5 лицевых слева. Я думаю, что это не будет очень страшно как-то влиять на наш ажурный узор. Вот так вот. То есть по центру идет ажурный узор, а здесь лицевая гладь. Я думаю, что это не будет некрасиво смотреться. Далее. И в итоге получаем, да, вы поняли, 109 петель будет в совокупности. 109 петель. Так, теперь давайте третий размерчик рассмотрим. У нас 115 петель. 115. Размерчик у нас получается на 52 где-то. И для 54 добавим петли. 115 петель мы поделим с вами на 16 петель, число петель раппорта. Вот здесь у нас четко вырисовывается 7 раппортов по 16 петель. Понятно, да? Считаем 7 умножить на 16, это будет 112 петель, плюс 1 петля справа, также она идет для симметрии, и плюс 2 кромочные. Вот наши искомые 115 петель. Теперь, если вы хотите расширить размер, то вам это легко сделать. К этим 115 петелькам добавляйте столько петель, сколько вам нужно. Предположим, у вас ширина спинки 61-62 сантиметра. Я показываю для примера. Вот 54 размер. Берем 61 сантиметр ширину. Умножаем на нашу плотность 1,95. Получаем вот такое число 119 петель. Округляем, конечно, в большую сторону. Смотрите, 119 петель. То есть на 4 петли всего разница у нас с вами. От этой величины 115. 4 петли всего, да? Поэтому, смотрите, как у нас тут будет все располагаться. 7 раппортов по 16 рисую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по 16. Справа у нас идет 1 петля для симметрии, 2 кромочные, то есть 1 кромочная здесь, 1 кромочная здесь, и 2 лицевые справа, 2 лицевые слева. Итого получаем 119 петель. Смотрите, видите? Вот таким образом можно выйти из ситуации.
Ну, то есть здесь вот в начале у нас будет не одна лицевая, да, а 3 лицевые. А здесь в конце, крайне левые, будут 2 лицевые, видите? И, девочки, если вам больше размер нужен, берите ту мерку, которая вам нужна, и расширяйте с помощью лицевой глади по бокам этот узор. Вот и все. Теперь давайте вернемся к нашей выкройке. Нам надо посчитать вырез горловины, пройму и сколько петель остается на плечи. Тоже это все считаем с помощью плотности. Смотрите, ну здесь я вот у проймы сразу говорю, глубина приблизительно 5,5-6 у нас бывает сантиметров. Ну, в зависимости от того, какие у вас плечи. Если узкие, берите поглубже пройму. Если широкие, то берите поменьше. 5 всего хватит сантиметров глубина. Ну вот, предположим, я взяла по аналогии 11 петель. Ну, у нас обычно бывает 9, 10, 11, в зависимости от плотности. Я взяла 11 петель, девочки. Это довольно глубокая будет пройма. Ну, пусть будет 11. Все-таки у нас тут большие размеры участвуют, да? Так, и далее. Что касается выреза горловины. Вот здесь на японской нашей выкройке стоит мерочка 23 сантиметра. Но здесь еще будет ведь планка довязываться, да, 4 ряда платочной вязки. Поэтому я думаю, что пусть это не очень глубоко, с учетом планки, 23 сантиметра умножаем на нашу плотность 1,95. Получаю, девочки, вот такую мерку, 45 петель. Это я беру на маленький размер, 45 петель, и по 2 петли прибавляю, значит, для 2 других размеров. У меня получается 45, 47 и 49 петель, в зависимости от нашего размера. Так, с этим все понятно. Ну и то, что остается на плечи, я тоже считаю следующим образом. 99 петель общее количество, отнимаю 2 проймы по 11, 22 петли, отнимаю вырез горловины 45 петель, остается 32 петли на 2 плеча. Делим на 2, каждое плечо будет составлять 16 петель. Вот такой вот расклад. Вы, я вам еще раз говорю, обязательно откорректируйте под себя свои мерочки. Если плечики у вас узкие, то это достаточно будет. Если у вас плечики широкие, то, возможно, вам нужно эту мерочку побольше сделать. То есть, допустим, там 17 петелек или 18, да? То есть в зависимости от ваших индивидуальных особенностей фигуры. С этим понятно. И на те другие размеры я уже тоже так же посчитала. У меня получилось 20 и 22 петли на каждое плечо. Теперь, что касается, переходим к полочке. У полочек здесь такая ситуация. Значит, набирать будем в половину. 51 петля у нас идет, 55 петель, 59 петель на разные наши 3 размера. То есть это получается у меня 26 сантиметров, 28 и 30 сантиметров. То есть перед получается у нас чуть больше спинки. То есть, ну, чуть-чуть там будет пошире он, да. Ну, так вот укладываются узоры. Ну, вот так получается. Смотрите, в первом случае у нас 6 раппортов целых умещается. 3 раппорта целых умещается. То есть, смотрите, значит, 3 раппорта по 16 петель, это будет 48 петель, да. Добавляем 1 петлю для симметрии и добавляем 2 кромочные. Вот, дальше никак. 51 петля получается, 3 раппорта. Второй размер 55 петель. Я сделала четко половину, да, то есть я даже пройму, я даже вот эту планочку не учитывала. То есть я сделала ровно половину. 56 поделить на 2 это 28 сантиметров. Понимаете, да? У меня вот она ровно половину заняла. И получилось 55 петель. Это все дело. Как располагаем здесь узор? На 4 петли больше. Смотрите, добавляю я также 2 петли лицевые справа, 2 петли лицевые слева. Если это непонятно, я нарисую. Смотрите, 3 раппорта у нас идут по 16 петель. 1 петля у нас так идет справа лицевая. Затем идут кромочные справа-слева. То есть это, как для первого размера, 51 петля занимает вот такое расположение узора. Но нам надо 55, то есть на 4 петли больше.
Также я добавляю 2 лицевые справа, 2 лицевые слева. Получаем, значит, такой расклад. Начинаем с кромочной, потом 3 лицевые, 3 раппорта подряд по 16 петель, заканчиваем 2 лицевыми и кромочной. Вот таким образом 55 у нас получается петель. Это был второй размер 48-50. Для третьего размера берется мерочка 59 петель, 30 сантиметров. Можно сделать поменьше, то есть сделать 29 сантиметров, да. Смотрите, здесь тоже всего будет 3 раппорта, то есть у нас 59 петель, да, 3 раппорта, также 3 раппорта по 16, 48, 1 для симметрии и 2 кромочные, 51 петля, а надо, чтобы было 59, то есть не хватает у нас с вами 8 петель, да, сделать. Для 52 размера расположение у полочек узора будет следующее. Смотрите. То есть мы с вами вяжем вот таким образом узор. У меня будет для 52-го 3 петли лицевые справа. Затем идет 1 для симметрии лицевая. Она у нас участвует в первом ряду в раппорте. Помните, там мы 2 вместе лицевой вяжем с накидом. Участвует. Затем 3 раппорта подряд. Заканчиваем 3 лицевыми слева и кромочной. Вот такое расположение у левой полочки. У правой будет зеркальное расположение, девочки. Пожалуйста, не перепутайте. Чтобы четко было одинаковое количество лицевых справа и слева. Понимаете мою мысль? Так, если у вас 54 размер, рекомендуется сделать по 4 добавочных лицевых петли. Вот. Ну и если 56-й, сами там посчитайте, сколько добавить. Такие вот у нас получаются расклады при расположении узоров. Теперь, что касается, нам необходимо посчитать вот этот скос. То есть, смотрите, что получается. Скос, определяем количество петель скоса. Вот тут еще, видите, у них на выкройке 3 сантиметра вяжется уже без скоса. То есть просто вот связали уже с какое-то количество, просто уже без убавок идут 3 сантиметра. Такой вариант тоже возможен. Вот, но нам надо высоту скоса с вами точно знать. Если у нас от планки до высоты формирования выреза горловины 31 сантиметр стоит мерка у меня, при общей длине изделия первого размера 57, 58, 59, да, то есть 31, это средний рост. Тоже эти мерочки под себя откорректируйте. Кто-то хочет короткий жакетик, кто-то хочет удлиненный кардиганчик, да, пожалуйста. Это ваша, как говорится, прерогатива. Изменяйте вот эту вот длину изделия. Желательно вот в этой части измерять. Вот у меня стоит на все размеры 35 мерка, а пройма, ее высота у меня разная. 20 сантиметров на первой, 21 на второй и на третьей 22 сантиметра высота идет. Вот из этого всего складывается общая длина изделия. Плюс еще у меня 2 сантиметра идет вот здесь планочка, мы вяжем платочной вязкой. Она везде у нас идет, в том числе и здесь планочку, потом мы довязываем, набираем и довязываем. Но вы это все в описании под видео почитаете. Так, мои хорошие, давайте к скосу вернемся. В общем, у меня по моим подсчетам высота скоса составила 21 сантиметр. Я перевела это все в ряды сразу же. Смотрите, 21 сантиметр умножить на нашу плотность по вертикали. Мы ее не зря считали. В 1 сантиметре 2,3 ряда. Да? 21 умножить на 2,3. Получаю 48 рядов. Сразу я все перевела в ряды. Пишу 21 сантиметр равняется 48 рядов. Понятно. Теперь, что касается, сколько петель по скосу будем убавлять. Методом вычитания определяем. Смотрите. Общее число петель. На примере первого размера показываю. 51 петля. Отнимаем 11 петель проймы. Все должно со спинкой совпадать. Далее. Вычитаем плечо.
16 петель у меня получалось для первого размера. Остается, видите, 24 петли на вырез горловины. 24 петли будем убавлять с вами на высоте 48 рядов. Как это сделать равномерно? Для этого 48 рядов я делю на 24 петли, которые надо распределить убавки равномерно. Получаю ровно число 2. Видите? 2. В каждом втором ряду делаем убавки. И сразу вам скажу, для других размеров у меня также такое же количество получилось. 24 для второго, а вот для третьего 26, чуть больше у меня получилось петель по скосу. Вот. И далее, значит, вяжем таким образом 48 рядов от начала вот этого скоса. И далее 3 сантиметра еще вяжем в высоту без всяких вот этих убавок. Просто вяжем в высоту 3 сантиметра еще. Закрываю петли на высоте спинки обязательно. На одной высоте закрытие идет, чтобы одинаковое количество рядов было. Меряем все изделие не в сантиметрах, девочки, а в рядах. Почему? После стирки изделие у нас вытягивается, и поэтому мы с вами разрабатываем вот эти вот расчеты плотности и их применяем уже с учетом того, что изделие вытянулось у нас, да, как бы после стирки. Чтобы не было такого негативного у вас опыта, что после стирки изделие вытянулось, стало бесформенным. Вместо короткого, допустим, кардигана у вас получился длинный, удлиненный какой-то там туника, да. То есть, чтобы этого избежать, вот эта вот вся хитрость и используется. Ну, даже не хитрость, а, так скажем, правильная технология вязания, да. Смотрите, у меня стоит 2 сантиметра планочка, затем 35 сантиметров идет до проймы. Я так в описании пишу. После того, как свяжем планочку, вяжем узором на высоту 35 сантиметров. Переводим сразу эту мерку в ряды. 35 умножаю я на нашу плотность. По вертикали 35 на 2, 35, на 2,3. То есть 35 сантиметров умножаем на плотность 2,3, получаю 80 рядов. Эта мерка обычно измеряется четным показателем. Четное количество рядов пишется. Четное число. Вот, 80 рядов. То есть так и будет написано. Через 80 рядов приступаем к формированию проймы. Да? Так. И любая вертикальная мерочка на нашей выкройке должна мериться рядами, мои хорошие. Обязательно. Обязательно не игнорируйте это все дело. Обязательно все это учитывайте. Вот. Так, по-моему, я все рассказала. Давайте на рукав перейдем. Рукав у нас необычный. Это родной рукав, родная выкройка от этой модели. Видите, идет здесь такая расклешоночка красивая, да, а здесь идет сужение идет. Поэтому начинаем мы с вами с 67 петель на все размеры. Видите, я все сделала так по технологии, посчитала количество петель. У меня получилось 4 раппорта, плюс 1 петля для симметрии, да, и плюс 2 кромочные. Итого 67 петель. Вот, и смотрите, делаем с вами, убавляем целый раппорт по 8 петель справа и слева. Остается 51 петля. Отсюда, то есть у нас уже будет 3 раппорта здесь, да, участвовать. И снова на 8 петель расширяем скос. Вернее, 8 петель это для первого размера, а самая широкая часть рукава у нас будет разная на все размеры. Смотрите, у меня получилось для первого размера 67 петель, второго 71, третьего 75 петель. Как я это сделала? У меня вот идет самая широкая часть рукава, значит, для первого размера 17, для второго 18 и 19 это половинчатые размеры, да? То есть это получится 34, 36 и 38 сантиметров. И все эти показатели, давайте на примере первого, 34 сантиметра я умножаю на плотность по горизонтали 1,95.
Вот 66 петель. Но надо, чтобы было нечетное количество петель участвовало. Нечетное, поскольку у нас с вами вот здесь везде идет нечетный показатель. Вот. Поэтому для формирования двух скосов необходимо, чтобы было четное число. Да? А здесь, значит, для вычитания будем использовать нечетное 67. Аналогично я посчитала. 36 умножил на 1,95 плотность, 71 петля у меня получилась, и 38 сантиметров я умножил на 1,95, у меня 75 петель получилось, третий размер. И смотрите, вычитаем с вами из большего числа меньше, то есть у нас 67, а внизу у скоса 51 петля. Вот мы с вами 67 отнимаем 51 петлю, получаем. Всего надо прибавить по двум скосам 16 петель. Делим на 2, на каждый скос 8 петель будем с вами прибавлять. Я сказала убавить, наоборот, прибавить. Так, то же самое касается других размеров. Второй размер 71 количество петель, отнять 51 петля. Получаем всего 20 петель будем прибавлять. Делим на 2 скоса, на каждый скос по 10 петель прибавок. И третий размер у меня получилось 12 петель. И теперь нам необходимо также равномерно распределить. Высота скоса у нас будет, смотрите. Здесь я определяла у первого скоса, высота у меня шла 14 сантиметров. Будем верить этим меркам, которые здесь, но вы для себя откорректируете все равно общую длину рукава, да, и вот эти вот сантиметры тоже можете изменить. Вы же можете сделать 3/4 рукав, да, или длинный рукав полноценный. То есть здесь как вы хотите. Хотите кардиган с коротким рукавом, тогда вам вообще вот эта часть не понадобится, а сразу вот отсюда начнете, наберете 51 петлю, и будет у вас уже скос на увеличение, да, петель. То есть здесь вариаций на ваше усмотрение много. Так, и я показываю, вот мерка у нас стоит от планки до первого скоса 14 сантиметров, я перевела в ряды. 14 я умножила на плотность 2,3 по вертикали, 32 ряда. Второй скос у меня высота 15,5 сантиметров. Я умножала также на 2,3 плотность по вертикали и получала 36 рядов. Вот они у меня, эти все ряды написаны, 32, 36. У вас в описании тоже эти мерки будут стоять. И теперь, смотрите, значит, у первого скоса, который на убывание шел, 32 ряда высота и 8 петель. Надо сделать равномерные эти убавки. Как я это делала? Я 32 делила на 8, можно устно поделить, это будет 4 число. Да? То есть в каждом четвертом ряду вы делаете по одной петле убавки справа и слева, соответственно. Да? Причем одновременно делаете убавки. То есть в одном ряду, я имею в виду. У скоса, который идет на расширение, здесь другая картина. Здесь у нас с вами разное количество. То есть тут на все размеры одинаковое количество было, здесь разное. Здесь, значит, 8 петель. На высоту 36 рядов. Делим 36 на 8. 36 делим на 8. Первый размер дает нам вот такую циферку, 4,5. Как в этом случае поступать? Вроде не 4, вроде и не 5. В таких случаях делать чередование. Первая убавка. Или у нас прибавка идет. Первая прибавка у нас делается в 4 ряду, вторая в 5. Следующая опять в 4, 4 там в 5. И так далее чередуется друг за другом, пока полностью 8 петель не прибавится. Тоже касается второго размера. Там 10 петель. Давайте 36 поделим на 10 устно можно, да, вот тоже такое число. Не 3, не 4, да, вот как быть? Также чередуем в каждом третьем и в каждом четвертом ряду. Делаем с вами убавки. Вот так вот. Прибавки, то есть я все тут бавки, там прибавки. Ну вы понимаете, о чем я речь идет, да? О втором скосе, который идет на прибавки. И 12 петель у нас с вами у третьего размера. Прибавочка идет по скосу. Устно делим 36 на 12, получаем в каждом третьем ряду у нас идут с вами прибавки, да? Все. Вот мы дошли
все это прибавили. Должно у нас получиться в самой широкой части 67, 71, 75 петель. И далее формируем окат рукава. Окат рукава формируется у нас по отдельной методике. Я его не рассчитывала. Я обычно, когда только училась, я делала натуральную величину, вот эту часть рукавчика, да, то есть я вот так вот из газеты или из бумаги с какой-то большой вырезала этот рукав, вот так вот, да, очертания эти, и вязала, прикладывая каждый раз полотно, и знала, сколько мне тут петель надо убавить, где покруче, где помельче убавление делать, где по одной петле, где по две, где по три. Из своего опыта делюсь. Значит, условно делите на 3 части рукав. Здесь вот обычно в самой низшей части оката мы убавки делаем так же, как у проймы. Затем идут резкие убавки по одной петле в каждом втором ряду. Вот, затем по 2 петли, сколько-то там расовые сделаете. И вот здесь у самой крутой, вернее, у самого пологой части делается обычно по 3 петли уже, и затем одним рядом закрывается петель там 20, в зависимости там, ну, от ширины вашего рукава. Вот. Обычно это делается таким образом. Я даю ссылочку в описании на статью, как рассчитать окат рукавчика. Почитайте, изучите, научитесь самостоятельно, девочки. Это долго очень и нудно высчитывать. Сделайте это для себя самостоятельно. У меня, знаете, уже язык отсох, честно скажу. Так, мои хорошие. Повторяюсь, не обращайте внимания на вертикальную плотность, да, не игнорируйте ее, у рукавчика тоже свои мерочки проставьте, то есть поработайте над этой выкройкой под себя любимых, обязательно. Вот. Ну, а так, в принципе, я всю вам кухню объяснила, всю эту технологию. Многие из вас уже не первую модель вяжут по моим вот этим расчетам, да. Многие пишут, что все хорошо, все получилось, мерочки идеально подходят. Я очень рада за вас, мои хорошие. Рада, что вы научились, рада, что мой опыт вам пригодился. Я желаю вам удачи. Ну а тем девочкам, которые только приступают к этой науке, я желаю вам терпения, да, и у вас обязательно все получится. Нужно верить в успех, собственный успех. До новых встреч, мои хорошие.